Здравствуйте, дорогие товарищи, зрители видеоэпопеи «Популярная советология». Меня зовут Артемий Троицкий. Сегодня у нас, до некоторой степени юбилейная, уже 10-я серия. Пересказывать содержание предыдущих частей я не буду. Да, и вы еще имеете в виду, что те выпуски, где я отвечаю на ваши вопросы, они за серии не считаются. Это у нас идет отдельно диалог ведущего и его зрителей. Сегодня у нас полноценная 10-я серия, и посвящена она советскому транспорту и путешествиям в Советском Союзе. Если говорить о транспорте городском, то там все было очень просто. Я имею в виду общественный транспорт, про автомобили мы говорить почти не будем. Проезд в метро и на автобусе стоил 5 копеек, проезд в троллейбусе стоил 4 копейки, проезд в трамвае стоил 3 копейки. Но если дальше продолжать эту нисходящую черту, то 2 копейки стоил звонок из телефонного автомата, 1 копейку стоил стакан минеральной газировки без газа в автомате. Дешевле этого ничего не было. По-моему, еще 1 или 2 копейки стоил коробок спичек. То, что транспорт был очень дешевый, это несомненно. Хотя надо сказать, что в некоторых странах и некоторых городах общественный транспорт вообще бесплатный. Так что я бы не сказал, что это какое-то уж уникальное достижение. В Таллине, скажем, транспорт бесплатный, общественный. И это был несомненный плюс. Какие были минусы у общественного транспорта в Советском Союзе? Первое, то, что, конечно, эти автобусы, эти троллейбусы и так далее были не очень комфортабельными. Я тут не придираюсь, не говорю о том, что были, скажем, жесткие сиденья. Сиденья, кстати, были, в общем-то, более или менее нормальные. Жесткие деревянные были только в электричках и в старых трамваях. Некомфорт ощущался с 2 сторон. Во-первых, не было никаких кондиционеров, а также, как правило, обогревательных приборов. То есть зимой в транспорте, за исключением метро, конечно, было очень холодно, летом очень жарко. И второе неудобство заключалось в том, что транспорт был заполнен людьми. Очень много там всегда было народу, особенно в час пик. Люди толкались, были как сельди в бочке. Иногда возникали на эту тему всякие споры, разговоры. Не слишком страшно, тем более, что тоже мы знаем, что в некоторых странах, скажем, в Японии, там вообще люди берут с боем пригородные поезда, чтобы в них влезть. И была еще одна такая проблемка маленькая, довольно загадочная. Я так и не знаю, из-за чего это было, но очень часто транспорт ходил кучно. То есть не было полчаса автобуса номер 156, а потом вдруг, их проходило сразу 4 или 5 штук. То есть похоже, что водители там где-то общались на конечной остановке или еще что-то такое происходило. Я уж не знаю. При том, что все было дешево, было довольно много зайцев, и регулярно по автобусам, троллейбусам, трамваям ходили контролеры. Я сразу скажу, что меня, в общем-то, по-моему, ни разу в жизни в качестве зайца не прижучивали, потому что я всегда покупал месячный проездной. Он стоил 6 рублей на все виды транспорта. Но, по-моему, штраф был то ли 1 рубль, то ли 3 рубля, как-то так. В общем, штраф был не очень чувствительный, но все-таки, в общем, такой, и не сказать, что очень маленький. Разумеется, из всех этих видов транспорта, в принципе, самым комфортабельным, самым четким и так далее было метро. Я вообще считаю, что удивительное совершенно это советское метро, московское во всяком случае, то есть оно гораздо надежнее, чем, скажем, и лондонское, и нью-йоркское и так далее. Почему так получилось и почему только исключительно в метро, этого я не знаю. Еще были маршрутное такси. Сказал слово «маршрут», и тут же вспомнил.
Маршрутки еще были, то есть это такие мини-автобусы рижского завода под названием РАФ. Стоили эти маршрутные такси, по-моему, 15 копеек. Ходили они примерно по тем же маршрутам, что автобусы и троллейбусы, но плюс их состоял в том, что, во-первых, там народу было мало, все сидели. Стоять там было невозможно в мини-автобусе. Во-вторых, там можно было на любом перекрестке, вообще в любом месте сказать: остановите, пожалуйста, не дожидаясь, собственно, официальной остановки. Теперь дальнее следование. Ну, я лично всегда предпочитал поезда. Были электрички, значит, локального радиуса действия и поезда дальнего следования. Электрички были некомфортабельные, иногда ужасно забитые, опять же, со всеми этими жаром, холодом и так далее, с заиндевевшими окнами. Проезд в них стоил недорого, то есть где-то от 10 примерно до 15 копеек. Если электричка шла куда-то совсем вдаль, скажем, до Тулы или Калуги, то, в общем-то, мог проезд стоить даже и 1 рубль. Но вот сколько стоила электричка, скажем, Москва-Петушки, легендарная Ерофеевская, сказать точно не могу, но думаю, что копеек 35, 40, 50. Поезда дальнего следования. Моя любовь. В общем-то, до сих пор я с некоторой ностальгией эти поезда вспоминаю. В первую очередь из-за вагонов ресторанов. Очень мне нравилось всегда просиживать в вагонах-ресторанах, потому что, ты не просто в кабаке сидишь, а вокруг тебя еще все движется. Справа, слева окна, перемещающиеся пейзажи. Это все было очень здорово. Кормили в вагонах-ресторанах, разумеется, очень плохо. Что-то среднее между столовкой и рестораном. Опять же, стандартное меню, которым я редко пользовался. А брал я там всегда алкоголь и закусочку к нему. То есть какой-нибудь там огуречный салат, ветчину, колбасу, в общем, что-то такое. Помню, один раз я очень хорошо провел время в вагоне-ресторане. Это ехал я в Литву, как сейчас помню, в город Шауляй, к другу Виргису Стакенусу и подружке Ларетте. Там в вагоне-ресторане ни с того ни с сего, не знаю с какой стати, обнаружился настоящий португальский портвейн в таких вот пузатых бутылочках. В Советском Союзе вообще продовольственный импорт мог быть очень неожиданным. Вдруг там каким-то образом, может, по бартеру за нефть, может, еще как, но попала в советскую страну, по-видимому, большая партия хорошего португальского портвейна. Я портвейн вообще люблю, хороший особенно. Тем более, что советский был ужасный, я его почти никогда не пил. Всю дорогу, а это было под Новый год, было еще очень холодно, пил я этот самый портвейн, выпил, наверное, в общей сложности бутылок 5. Прелестная была поездка. Как я вышел из поезда, не помню. Типы вагонов были сидячие, но сидячие это было не так распространено, а популярные это были плацкартные, которые подешевле и которые с такими открытыми пространствами, и купейные. Стоили билеты очень дешево. Это я помню наизусть до сих пор, поскольку покупал их бесчетное количество раз. Билет Москва-Ленинград, в одну сторону, разумеется, стоил купейный или 12, или 12,50 рублей. Плацкартный билет стоил от 9 или 9,50 до 10 рублей, опять же, в колыбель революции, город на Неве. Билет в Таллин, Ригу и, по-моему, Вильнюс тоже стоил примерно одинаково. Купейный, в плацкарте я туда не ездил, и стоил он 15 рублей. СВ, то есть двухместное такое шикарное купе, билет СВ стоил ровно в 2 раза больше, чем билет купейный. То есть, опять же, до Ленинграда, он стоил где-то рублей 25, до Риги, Вильнюса, Таллина где-то рублей 30. Поезда были, в общем-то, такие же примерно, как сейчас. Мне в них нравилось, я в них заводил всякие знакомства, которые продолжал в вагоне-ресторане. И, в общем, это всегда было неплохое приключение. Плохое приключение в поезде у меня случилось только один раз. Это мы с другой Сашей ехали из
Ленинграда в Москву, и у нас был с собой ящик пива. Билетов у нас не было, потому что вообще не было билетов. То есть поезда пользовались спросом, и не всегда можно было на них купить билет. Так вот, мы с этим ящиком пива, естественно, подъехали к первому попавшемуся проводнику, сказали: вот смотри, у нас ящик пива, можем весело провести время, если ты нас заселишь в свой вагон. Он сказал: нет проблем. И действительно, мы поселились в купе проводника, пили пиво весело-весело. Но, к сожалению, нагрянули контролеры где-то аккурат перед городом Балагоя, то есть на полпути между Ленинградом и Москвой, и нас высадили. Вот. Ну и проводнику, я так понимаю, тоже пришлось не сладко, потому что он вообще лыка не вязал. В общем, много было всяких забавных историй, связано с поездами. С самолетами. Самолеты у нас были, естественно, Аэрофлота. Единственная была монопольная государственная компания. Ну, в общем, там все было обычно, ничего такого специального рассказать не могу. Билеты стоили, опять же, дешево. То есть, скажем, билет на самолет Москва-Ленинград стоил 18 рублей. Ну, то есть, где-то там на 5-6 рублей дороже, чем билет на поезд. Но некоторые, конечно, были авиабилеты очень дорогие, потому что, страна-то 11 временных поясов, соответственно, куда-нибудь там в Петропавловск, Камчатский, Владивосток, Южно-Сахалинск билеты стоили более 100 рублей, где-то там 110, 120, по-моему, доходило даже до 130 рублей. В самолетах было все очень либерально, как и во всех самолетах в те времена. Там можно было и пить, и курить, и хорошо себя чувствовать. Один, я помню, тоже случай, тоже почему-то связанный с пьянством. Вы только не думайте, что я хронический алкоголик. Нет, но потому что почему-то просто смешные истории обычно бывают с этим состоянием души и тела. Однажды я улетал из Тбилиси вообще в бессознательном состоянии, и меня друзья вносили в самолет на носилках. Причем я лежал на носилках, а на животе у меня еще, помимо сумки или рюкзака, стоял еще бурдюк с вином. Вот так вот я попал в самолет Ту-134 Тбилиси-Москва. Естественно, можно было путешествовать еще и на автомобилях тоже. И много я ездил на автомобилях. Правда, на далекие расстояния нет. Опять же, ездил в Ленинград, ездил в Прибалтику, ездил там где-то в районе Золотого кольца, Ярославль, Владимир, там всякое такое красивое древнерусское. Честно говоря, путешествовать на автомобилях было не очень комфортно, потому что дороги плохие. Плохие гаишники, которые, разумеется, на этих плохих дорогах занимались всяческими поборами. Бензин стоил, как сейчас помню, было всего 2 разновидности бензина в СССР. Это бензин 76 и бензин 93. Всякие москвичи-запорожцы, они катались на 76-м, а более современные «Жигули» катались на 93-м. 76-й стоил 8 копеек литр, 93-й стоил 10 копеек литр. Но многим даже этих небольших денег было жалко, и люди покупали бензин у водителей грузовиков. То есть те им просто сливали свой бензин. У них бензин-то был казенный, разумеется. И тогда литр бензина, естественно, это был 76-й, стоил где-то 4-5 копеек. И последнее в том, что касается путешествий. Естественно, помимо передвижения, надо было где-то жить. Жили люди, разумеется, в первую очередь в гостиницах, если это только не был летний курортный сезон. Там, конечно, снимали и участников всякие дома, квартиры, дачи и так далее. Но вообще надо было жить в гостиницах. Гостиницы были, конечно, максимально убогие. То есть убогие они были везде. Они и в Москве, и в Ленинграде были убогие, но большие. А в маленьких городах они были убогие, но маленькие. Всей этой убогости, в общем-то, мы не осознавали по той простой причине, что сравнить на советские гостиницы с чем-то было невозможно. Мы не бывали в заграничных странах, поэтому, в общем-то, принимали эту советскую убогость
как должное. Но это вообще, это есть известная фраза великого писателя Габриэля Гарсия Маркеса, с ним был знаком, кстати говоря, который, посетив в конце 50-х годов в связи с фестивалем молодежи и студентов город Москву, написал в очерке, значит, о своих впечатлениях: «Советские люди счастливы от того, что не знают, в какой ужасной стране они живут». Ну, в общем-то, так оно примерно и было. Гостиницы были тоже очень дешевые, ну, где-то от 1,5 рублей за сутки. Ну, а всякие там люксы, суперлюксы и так далее могло стоить 15-20 рублей. Может быть, даже в каких-то столичных интуристских гостиницах и больше. Но, в принципе, гостиницы, если брать скромный номер, да еще и с соседом, то, в общем-то, они стоили, конечно, гроши. Были, конечно, с гостиницами и маленькие проблемы. Одна заключалась в том, что часто там мест не было. Другая проблема заключалась в том, что не прописывали в номера с девушкой/женщиной, если вы с ней не были расписаны, если штамп в паспорте не стоял. Ну, о том, как преодолевались эти препятствия простыми советскими людьми, я расскажу в следующей 11-й серии популярной советологии, поп-совета нашего, и она будет посвящена как раз блату и взяткам. Так что смотрите, не пропустите. Надеюсь, что было интересно, а будет еще интереснее. Меня зовут Артемий Троицкий. Всем счастливо.